Нет, ты полюбуйся, полюбуйся, вот, вот туда полюбуйся. Как можно было до такого додуматься? Вот кто это делал? Кто? Я вообще не понимаю. Можно же было сделать, чтобы отображалось в конце концов в каких-нибудь там вольтах, в каких-нибудь градусах Цельсия в конце концов. Нет, ты полюбуйся. Они все сделали в непонятных отчетах. Вот не знаю, видно тебе? Нет, вот смотри, что. Все сигналы в каких-то попугаях. Полный кошмар. Полный кошмар. Ну можно же было сделать, как в январе, как в каком-нибудь мегасквирте. Ну вольты, ну градусы Цельсия, ну ребята, ну. Какие отчеты, какие попугаи? Вы что? Укурились там, что ли? Спокойно. Сейчас все объясню. На этом рисунке вы видите упрощенную схему расходомера системы Jetronic. Сверху у нас есть два резистора. Один постоянный, а другой резистор у нас переменный. И сопротивление этого резистора зависит от температуры входящего воздуха. Чем эта система примечательна? Примечательна она прежде всего тем, что опорное напряжение подается сюда не из блока управления, а наоборот, опорное напряжение формируется платой расходомера и подается именно в блок управления Jetronic. Отличительной особенностью от Мотроника является то, что опорное напряжение, вырабатываемое расходомером, зависит как от температуры входящего воздуха, так и от питающего напряжения, которое в свою очередь может зависеть от напряжения генератора или аккумулятора во время заводки, когда у вас идет просадка напряжения. Теперь давайте подумаем вот о какой вещи. Опорное напряжение в системе Jetronic может быть в диапазоне от 6 до 12 вольт. Каким образом мы можем его представить в программе? В программе настройки мы можем его, ну, допустим, к примеру, измерить тестером и записать в какое-то поле и производить все расчеты относительно этого поля. Либо ввести дополнительный канал АЦП в процессоре, который бы измерял это напряжение. Но здесь мы сталкиваемся вот с каким противоречием. Допустим, мы создали некую таблицу MAF-WAF, по которой мы будем преобразовывать значение нового расходомера в значение старого расходомера. И, допустим, мы написали, что для значения MAF 1 вольт у нас выход должен быть 2 вольта. Для значения MAF 2 вольта у нас выход должен быть 5 вольт и так далее. Вся эта таблица будет действовать только в одном случае, когда наше опорное напряжение неизменно. Теперь давайте представим, что у нас изменилась температура воздуха и сопротивление этого резистора, ну, к примеру, увеличилось. Что произойдет? Нижняя вот эта дорожка является у нас, по сути, постоянным сопротивлением. Ее сопротивление не меняется. А верхняя вот эта схема, ее сопротивление меняется. Соответственно, если у нас здесь сопротивление понизилось, то опорное напряжение выросло. Соответственно, при одном и том же положении бегунка мы получаем увеличившееся выходное напряжение. И эта таблица работать не будет. То же самое произойдет, если у нас изменится питающее напряжение. При повышении или понижении питающего напряжения у нас уменьшится или увеличится опорное напряжение. И, соответственно, при одном и том же положении бегунка у нас изменится и выходное напряжение. Поэтому мы не можем использовать систему вольтов для определения таблицы конверсии. Почему же мы используем систему отсчетов и почему она работает? Система отсчетов АЦП – это не что иное, как система, указывающая коэффициент делителя. Ведь по сути вот этот переменный резистор, который стоит в расходомере, это не что иное, как делитель напряжения с изменяющимся коэффициентом деления. И аналогоцифровой преобразователь, и цифроаналоговый преобразователь в большинстве случаев представляют из себя точно так же резистивный делитель, к которому подается опорное напряжение, и, соответственно, отчеты АЦП просто задают нам коэффициент деления и показывают, какую часть входное или выходное напряжение составляет от опорного. Так вот, когда мы работаем с системой отчетов, и мы указываем здесь, что для напряжения MAF 1 вольт на выходе у нас должно быть, ну, к примеру, 128 отсчетов, обозначу их буквой N, то это нам говорит о том,
что вне зависимости от того, какое здесь будет опорное, максимальное значение у нас 256, 256 это максимальное значение. Максимальное значение отчетов у нас в этой системе может быть 256. За максимум, то есть опорное напряжение у нас принимается за максимум, то есть 256 отчетов. Таким образом, указывая, что при 1 вольте МАФ на выходе у нас должно быть 128 отчетов, мы приходим вот к такому выражению. У выходное, неудобно несколько писать, у нас равно 128 делить на 256 и умножить, сотрем здесь, и умножить на У опорное. Теперь давайте подумаем, при изменении опорного напряжения, вне зависимости, меняется ли оно по изменению напряжения питания или по изменению температуры входящего воздуха, у нас будет сохраняться постоянным вот это вот выражение. Если мы укажем, что выходной сигнал должен быть 128 отчетов, то у нас будет сохраняться пропорция 128 256 или 1/2. И на вот этом выходе мы всегда будем получать при данном, допустим, значении, которое я вот здесь указывал, стер, что выходное напряжение всегда будет равно половине опорного. Независимо от того, сколько будет опорное там, как оно изменяется и тому подобное. Вот такие вот пироги у нас получаются при работе с расходомерами системы Jetronic. Если бы мы делали плату конвертера, которая бы работала исключительно в системе Matronic, где опорное напряжение именно вырабатывается блоком управления, оно стабильно, оно равно приблизительно 5 вольтам, там можно было бы использовать систему отображения значений сигналов в вольтах. Но поскольку плату мы сделали универсальной, то приходится отображать все значения в отчетах АЦП. Да и к тому же, работая с диапазоном значений от 0 до 255, независимо от входного-выходного напряжения, в логах нам довольно легко определять, какой у нас запас по таблице. Далеко ли нам до верха или до низа таблицы и где мы находимся. То есть очень удобно вот в этих стандартных целых числах очень удобно определять наше положение в логах и в таблице. Сейчас я вам покажу еще одну причину, почему пользоваться вольтами в этой системе не очень удобно. И еще одно преимущество использования именно отчетов АЦП. Теперь давайте посмотрим на вот эту интересную картину. Вот в этом столбце некий сигнал у нас представлен в вольтах. Это реальные значения, которые могут быть у нас получены по входам конвертера именно в вольтах. 2 сотых вольта, 2 десятых, 22 сотых, 2,0 вольта и так далее. А в этом столбце представление этого же самого сигнала в отсчетах. Вот теперь смотрите, где проще запутаться с запятой. Вот в этих значениях при заполнении таблицы или вот в этих значениях. На мой взгляд, запутаться здесь гораздо сложнее, нежели здесь. Поскольку здесь у нас все числа абсолютно разные, они целые, у них различное количество знаков. Каким образом производится преобразование из этого значения в это? Преобразование очень простое, оно производится вот по этой формуле. Количество отчетов равно входящее напряжение, поделенное на опорное напряжение и умноженное на 256. В данном случае представление идет при опорном напряжении 5 вольт. Почему на 256? Вопрос очень простой и очень легко на него ответить. Мы работаем с 8-битным ЦАПом и с 8-битным АЦП. Про разрядность 8, 10, 12, 16 бит я долго рассказывать не буду. Это, наверное, вам проще будет посмотреть в Википедии или на специализированных ресурсах. Объясняя все это дело простым языком, мы можем сказать, что мы работаем в диапазоне
дробных частей от максимального значения. И этот диапазон представлен числами от 0 до 255. Всего этих чисел, включая 0, 256. Именно включая 0, не просто 1, 2, а именно включая 0, всего таких значений у нас 256. Именно поэтому у нас вот это целое число, 5 вольт, оно представляется как целая часть 256. А уже, соответственно, более меньшие значения представляются как дробная часть, то есть мы делим вот эту дробь, получаем, то есть и умножаем на целую часть 256. Грубо говоря, если нам приходит 2,5 вольта, 2,5 вольта, они у нас составляют 1/2 от 5. Опорная, правильно? Правильно. Тогда сколько они будут в отчетах? Если у нас 5 вольт максимальная 256, тогда мы берем 1/2, умножаем на 256 и получаем 128 отчетов. 2,5 вольта при 5 вольтах опорных равны 128 отчетов. При другом опорном напряжении, к примеру, 10 вольт, в отчетах 2,5 вольта уже будут иметь другое значение. Ну, в данном случае, если мы опорное возьмем 10 вольт, то 2,5 отчета уже будут, 2,5 вольта будут равны 64 отчета. И так далее. Кроме того, при записи вот этих вот значений в память конвертера и сохранении их программно где-то в файлах, мы сталкиваемся с таким моментом, как округление этих значений. То есть, допустим, пользователь забивает значение 2,34 вольта, а по факту программа ему впоследствии при считывании из конвертера начинает выдавать 2,35 вольта. И у него возникает закономерный вопрос, почему я пишу одно, а выдается мне другое. Каждый раз бы приходилось пояснять, что, ребята, вот из-за этой вот формулы у нас так или иначе идет работа с дробными числами, которые округляются. В общем, вот эта система, на мой взгляд, она создает сплошные неудобства. А в плане настройки Jetronic, ну, по вот этой системе настроить, по-моему, вообще нереально. И именно поэтому в качестве единицы измерения мы решили использовать отсчеты, а не вольты. Они целые, с ними легко работать. Более того, работая в диапазоне от 0 до 255 отсчетов, мы прекрасно видим, где мы находимся, далеко ли нам до потолка и как далеко нам до пола, условно говоря, значение 0 и 255, вне зависимости от того, какие у нас сигналы на входе и какие нам необходимо получить сигналы на выходе. Ну а работа со значениями вольта нам нужна только в двух случаях. Первое — это установка начального значения расходомера, то есть когда двигатель заглушен, и установка максимального значения расходомера так, чтобы блок управления двигателя не воспринимал оба этих значения как аварийный режим, то есть расходомер отключен или замкнута сигнальная линия. Об этом я расскажу в следующих видео, как это настраивается, как это определить, то есть в следующих видео поговорим. А теперь я расскажу вам, почему мы не используем градусы Цельсия, а все так же используем отсчеты. На самом деле все очень просто. Для того, чтобы использовать отображение в градусах Цельсия, нам необходимо сделать вот такие вот калибровочные таблицы для датчика температуры охлаждающей жидкости и для датчика температуры входящего воздуха. И здесь у нас возникает вопрос, кто будет делать эти таблицы. Ведь для того, чтобы их сделать, нам придется снять датчик с машины, заморозить его хотя бы до минус 20 в холодильнике, потом плавно его нагревать и снимать, соответственно, вот эту вот характеристику. Конвертер устанавливается на различные марки автомобилей, ну и, соответственно, на различных марках у нас установлены различные температурные датчики. И здесь у нас возникает вопрос, кто будет снимать все эти характеристики и не допустит ли он ошибки при снятии этих характеристик. Вот именно из-за этих вопросов мы решили отказаться от таких калибровочных таблиц и непосредственно вводить коррекцию по температуре, опираясь на значение датчика в отчетах.
Это избавляет нас от ненужной вот этой вот калибровочной всей процедуры с нагреванием, охлаждением датчика, измерением температуры и так далее. И значительно упрощает настройку. Обороты двигателя. Обороты двигателя у нас отображаются как значение оборотов, поделенное на 100. Ну вот, к примеру, вот эта линия у нас отображает изменение оборотов двигателя. Соответственно, здесь мы можем увидеть, что в данной точке обороты двигателя были около 2800, здесь где-то 2500, ну и здесь в районе 1000. Отображение оборотов таким образом сделано по одной простой причине. Если бы мы обороты отображали в реальных тысячах, то они были бы расположены очень и очень высоко, где-то в самом-самом верху графика, мы бы их просто не видели. Ну, либо вот эти все прямые, которые мы видим, они бы были в очень маленьком масштабе. Скроллить вверх-вниз довольно-таки неудобно, и в старых версиях программы у нас не было вот этого дополнительного графика. Поэтому мы, собственно, отмасштабировали обороты и отображаем их в логах как значение оборотов, поделенное на 100. Отлично, с отображением оборотов мы разобрались, а теперь давайте разберемся, как отображаются показания лямбда-зондов. Вообще для настройки автомобилей наши пользователи используют два основных типа лямбда-зондов. Это простые узкополосные, которые изначально установлены на большинстве автомобилей их производителями, и широкополосные лямбда-зонды с выносными контроллерами, которые производятся такими производителями, как IEM или Innovate. То есть, вот наиболее распространенные две модели. Выходной сигнал простого циркониевого лямбда-зонда обычно лежит в диапазоне от 0 до 0,95 вольта. На экране вы можете видеть типичную выходную характеристику этого сигнала, то есть соответствие напряжения тому или иному составу смеси. Выходной сигнал циркониевого лямбда-зонда простого в логах отображается точно так же в виде отсчетов и лежит в диапазоне от 0 до 50 отсчетов. При настройке программы мы используем значение 23-25 отсчетов, которое соответствует примерно 0,45 вольтам в качестве опорного, к которому у нас и будет стремиться автокоррекция. С этим, в принципе, все просто, все понятно, никаких заморочек нет. Теперь давайте рассмотрим, как в логах отображается сигнал широкополосного лямбда-зонда. Прежде всего, мы должны понимать, что выходной сигнал широкополосного лямбда-зонда лежит в диапазоне от 0 до 5 вольт. При этом у разных производителей разный график соответствия того или иного напряжения тому или иному составу смеси. И этот график или таблицу соответствия можно найти в руководстве пользователя к тому или иному лямбда-зонду с его, соответственно, контроллером. На некоторые модели лямбда-зондов, такие как Innovate и IEM, эта таблица соответствия уже занесена в программу, и достаточно просто выбрать в настройках типа лямбда-зонда соответствующую модель. В логах показания широкополосных зондов отображаются уже в единицах АФР, умноженных на 10. Так, значению 14,7 АФР будет соответствовать 147 отсчетов, а значению 13 будет соответствовать 130 отсчетов. Такое масштабирование сделано в первую очередь для того, чтобы мы визуально могли отследить любые изменения свеси в пределах 1-2 единиц. Ведь если мы будем отображать сигнал в его реальном масштабе 1 к 1, то изменения в пределах 1 единицы на графиках логах нам практически не будут видны. С единицами измерения, которые используются в программе настройки конвертера, мы разобрались. В следующем видео мы приступим к подключению к конвертеру расходомера. Если у вас остались какие-либо дополнительные вопросы по единицам измерения или что-то вам непонятно, пишите, пожалуйста, свои вопросы ниже в комментарии, я постараюсь на них ответить. Ну а на сегодня на этом, пожалуй, все. Всем всего самого наилучшего и хорошего. Позитива, до связи, пока.